История эта началась еще с прошлых видео о моих берцах Faraday. Я о них уже рассказывал, вот такие вот берцы. Именно тогда начали поступать первые комментарии о том, что эти берцы лучше носить с термоносками, или синтетикой, но ни в коем случае не с хлопком. Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале. И, конечно же, я решил опробовать эту систему, о чем я сегодня и расскажу. Я приобрел термоноски определенного качества. Сейчас о них расскажу и покажу, что они из себя представляют. А потом мы отправимся на реальный тест холодом. Лучшими, исходя из комментариев наших зрителей, считаются носки с технологией CoolMax. CoolMax – это такой материал, значит, он обладает хорошими влагоотводящими свойствами за счет своего строения. Поэтому я, естественно, остановился тоже на этой технологии, поискал носки, в результате приобрел себе вот такие носочки. Вот. На Озоне я их купил. Ссылочку сделаю в описании, кому интересно, чтобы могли тоже посмотреть и приобрести. Вот, еще не открывал, не смотрел. Сейчас вместе с вами посмотрим. Значит, еще раз о материале CoolMax. Это у нас получается очень хорошо должен отводить влагу, за счет чего сохраняется температура и комфорт стопы. В зимнее время особенно. Вот. И хорошо сидит, износостойкий. Так что следите за нашими следующими публикациями на канале. Будем не одним видео, как говорится, един канал будем прослеживать. Так, вот тут скреплены они так. Будем прослеживать, отслеживать, как себя носочки будут вести. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Вот здесь мы видим, что данные носки состоят на 83% из материала CoolMax и добавлены другие материалы для большего сохранения самих носков, сохранения их свойств. Вот так носочки выглядят у нас. Что значит смотрим? Что смотрим? Пяточка у нас. Усиленная пяточка. Вообще, вот на ощупь тактические впечатления очень приятные. На ощупь мягкие. Носок чувствуется усиленный. Высокий гольф у них идет достаточно. Хорошо должен, да, хорошая обтюрация. Вот изнутри вот так выглядит. Давайте вывернем полностью носочек, посмотрим. Вот, очень достойно. Это вышивка. Основной материал не лохматится. Все хорошо. Итак, надеваем носки и смотрим, как они будут сидеть на ноге. Сразу хочу производителю минус поставить. Сейчас отдирал вот такую маленькую лейбочку. Зачем она сюда присобачена, не знаю. Они присобачили ее вот в это место. В это место можно было вот сюда вверх приделать. И присобачили на такую пластмассовую штучку, которая между нитками, пролезла. И чтобы достать ее оттуда, чтобы она не мешала ноге, не колола, пришлось потрудиться. И это сразу как-то настроила на такой не очень позитивный лад. Вот так вот носки выглядят на ноге.
довольно-таки хорошо. Ощущения приятные. Очень. Я не увидел нигде обозначение правого-левого. На некоторых носках есть такие обозначения. Поэтому, видимо, здесь без разницы. Единственное, что швы вот здесь у материала по углам. Не знаю, как это будет в движении, в ботинке. Посмотрим. Но вроде все легло. Что значит интересно, это носки идут универсальные с 40 по 45 российский размер. За счет тянучести материала, видимо. У меня 41, сидят хорошо. Не хлябают, ничего не давят. В общем, комфортно. Комфортно чувствую себя. Вот на этом, на одном носке тоже очень сильно выдает шов сюда в бок. Не знаю, ну, как я сказал уже, посмотрим, что будет на деле во время носки. Вот, а так все очень хорошо. Вот такие носочки. 5-11 серия. Ну и теперь пришло самое время отправляться на практические исследования. Кстати, был тут у нас такой комментарий, что в берцах Фарадей нельзя долго стоять на одном месте, что они плохо держат мороз в этом случае. И теперь, конечно, имея полный фарш, носки и берцы, я решил проверить это. Там предлагалось 2 часа постоять на морозе минус 20 хотя бы. Вот. Типа охотник-человек пишет, что для охоты это все туфта. Ну, это я еще поясню во время теста, который я как раз решил провести. Поехали. Итак, вот мы совершили небольшой марш в наших носочках, ботинках. Все, носки себя показали хорошо. Я ими как бы остался доволен. Прошел около 3 километров. Нормально нога себя чувствует, ничего нигде не давит. Я опасался, помните, что швы будут давить. Нет, все нормально, все хорошо. Носок не хлябает, сидит на ноге отлично. Еще один важный момент, на котором я хочу остановиться. Не надо в сильные морозы зашнуровывать обувь, затягивать сильно шнуровку. Потому что тогда перетягиваются кровеносные сосуды и кровь поступает хуже. То есть, когда морозы не очень сильные, можно тут же затягивать. Когда морозы сильные, то затягивать сильно не надо. Подзатянули, чтобы она нормально сидела на ноге, и все, достаточно. Но если вы собираетесь передвигаться по глубокому снегу, чтобы он не попадал в ботинок, вам подойдут вот такие бахилы, бахилы-гамаши от компании Forest Trump, туристический производитель снаряжения. Вот. Я о них уже рассказывал в одном из своих роликов. Ссылочку сделаю в конечных заставках, поэтому досмотрите до конца и посмотрите заодно про бахилы, про фонарики. Вот. А сейчас мы еще проведем заодно тест. Об ответ на комментарий нашего зрителя, что ботинки Фарадей минус 20 это отстой, они не держат тепло. Вот сейчас у нас за бортом минус 24. Вот, я думаю, видно это примерно. Потому что, ну, сами видите, телефон определяет местоположение. Время у нас сейчас 13:25. Вот опять же видно. Все. Начинаем наш тест. Вот здесь у меня в стороне кормушка сделана. Я птиц подкармливаю в лесу. В такую погоду это особенно важно. Вот. И сейчас я заодно понаблюдаю. И время, как говорится, 2 часа пройдет. 13:25, 15:25 мы должны как бы сделать выводы о том, как держат наши ботиночки. Вот. В совокупности с носками. Но я, естественно, пододелся, вот, потому что если у вас, как говорится, тело не одето, то что про ноги говорить? Вот.
ноги тем более будут мерзнуть, потому что все тепло прежде всего на тело уходит, а потом уже на ноги и на руки. Поэтому тело должно быть прежде всего одето, и ноги с руками тоже. Все, начинаем. Ну что, друзья, прошел час у нас времени. Я не скажу, что ноги отпадают, но ноги действительно мерзнут. Ноги мерзнут, при моем прикиде. Ноги мерзнут, руки начинают мерзнуть. Ну, перчаточки у меня, конечно, так себе. Но я грел их везде в карманах. Держал руки, так что... Вот. То есть, да, видимо, в таком прикиде берцы Фарадей для стояния, для просто стояния, они не совсем пригодны. А в движении у них просто как бы нет равных. Сейчас я начну движение и посмотрим, как. Ноги, я думаю, быстро восстановятся, тем более с носками. Я пробовал раньше тоже, ведь я как бы ходил, стоял в разные погоды, в разную температуру. И сейчас есть чем сравнить именно наличие вот новых носков технологии Coolmax с этим материалом по сравнению как бы с предыдущими носками. Тоже у меня были не термоноски, но синтетика была тоже. Вот. Так что сейчас пойдем и посмотрим, насколько быстро ноги восстановятся. Уже через 200 метров движения ноги стали приходить в нормальное состояние. И это я отношу именно на счет носков. Почему? Потому что в то время, пока я стоял, ботинки немного одубели. Это прямо чувствовалось. И когда ноги начали согреваться, ботинки еще не отошли, они такие же были жесткие, но уже пошло тепло. То есть я считаю, что это все-таки носки. Это носки как бы сохранили тепло, которое начало поступать в ноги во время движения, и ноги начали согреваться. Вот, сам я еще не согрелся, наверное, по речи чувствуете, как бы все равно ознобик такой есть. Чтобы согреть тело, это надо подольше подвигаться. Ну, в общем, что хочу сказать. Будем тестить носки дальше, посмотрим, как они себя покажут по износостойкости, по удобству на ноге. Но по удобству на ноге у меня к ним проблем, как бы вопросов нет. Сейчас уже удобно, все хорошо. Вот. Основной вопрос сейчас еще на марше, на более длительных маршах попробуем, как они будут отводить влагу и износостойкость.
Вот это два основных вопроса, которые останутся у меня к носкам. Остались, вернее, у меня к носкам. Так что оставайтесь с нами, будем тестить, буду рассказывать. Будем пробовать везде, в сталках, в пещерах, не знаю, везде, где только можно, там я буду тестить эти носки. Не зря же я заплатил за них такие деньги. Все, на этом все. До новых встреч. Пока-пока.